Друзья, здравствуйте! Летом этого года, точнее в июле этого года, впервые в истории США прошли парламентские слушания в Конгрессе, впервые в истории США полностью посвященные проблеме неопознанных летающих объектов. Как вы понимаете, сегодня мы об этих летающих тарелках будем говорить. Меня эта тема вообще занимала с детства. То есть как с детства? В начале 80-х, когда я был советским школьником, тема НЛО еще в воздухе не висела. То есть я помню, что у Капицы в легендарной программе «Очевидно и невероятно» это пару раз обсуждалось, но скорее со скепсисом. А вот уже в конце 80-х, начале 90-х обрушился шквал информации о летающих тарелках. Во всех журналах были статьи про контактеров, которые встречались с инопланетянами, по фотографии непонятно какие-то мутные всех этих объектов. В 89-м в Воронеже был этот знаменитый случай, где там приземлилась летающая тарелка, но я об этом позже вам расскажу. Вот сегодня, я не знаю, когда вы будете смотреть этот выпуск, утром или вечером, усаживайтесь, что называется, поудобнее, выбирайте там напиток, в зависимости от времени суток, кофе или что-то другое. Я вообще такие темы очень люблю, это как вот та самая знаменитая история Каспара Хаузера, который тут под 2 миллиона уже просмотров. Когда ты не понимаешь, это происходит на самом деле, это не происходит на самом деле, но это что-то вообще невероятное. Очевидно, что человечество, по большому счету, кроме здоровья, денег и всяких мирских забот, волновало в философском плане всегда два вопроса. Что будет после нашей смерти и одиноки ли мы во Вселенной? И, конечно, в разные времена это драйвилось разными философскими течениями, разными историками, учеными. Но, тем не менее, человек всегда смотрел в космос. Человек хотел туда отправиться, он потом туда отправился. Но самое главное, человек задавал себе вопрос, кто там наверху? Может быть, боги, а может быть, такие же, в общем, пацаны, что и мы, и они к нам что-то не прилетают, а может и прилетают, а мы этого не видим. В общем, тема неопознанных летающих объектов, она в человеческой истории присутствует довольно давно, и мы сегодня попытаемся, в общем, пошагово посмотреть на эти события под разной оптикой, как сейчас принято выражаться, от скепсиса до каких-то вещей, которые кажутся неоспоримыми. Возвращаясь к тем самым парламентским слушаниям в Америке, что там произошло? Выступали 3 человека, 2 военных пилота, Дэвид Фейвор, глава такой серьезной команды, которая называется Black Aces, и военный летчик с большим опытом, с большой историей, Дэвид Граш, сотрудник разведки, и Райан Грейвс, тоже военный пилот. Военные пилоты говорили о том, что они встречались в воздухе с неопознанными летающими объектами, которые они видели, наблюдали собственными глазами, наблюдали на приборах собственных самолетов. Дэвид Фейвор сказал, что он впервые видел летающую тарелку в 2004 году над Калифорнией. Вообще, по его информации, с 2004 года по 2021 было 150 эпизодов только в Америке, когда люди видели неопознанные летающие объекты. И об этом же, в общем, говорил второй пилот Райан Грейвс. Он говорил, что он тоже видел летающие тарелки, он знает, что информация о них присутствует в Пентагоне, и спецслужбы Соединенных Штатов Америки этим вопросом занимаются. И все это под присягой было сказано, чтобы было понятно. А Дэвид Граш, который сотрудник разведки, сказал, что совершенно точно правительство США обладает останками разбившихся неопознанных летающих объектов. Правительство США занимается обратным проектированием этих объектов, грубо говоря, воссозданием, чтобы посмотреть, что это за технологии, и использовать их в военной промышленности. У правительства США существует как минимум несколько тел пришельцев, которые являются гуманоидами, но не являются представителями Homo sapiens. Все это финансируется из нецелевых фондов, и, собственно говоря, программа эта в США действует довольно долгое время, и более того, Дэвид Граш сказал, что все, кто так или иначе эту информацию опубличивают из бывших сотрудников, у них в жизни происходят различные проблемы, они сталкиваются с давлением как минимум. В общем, тема эта довольно закрытая, если не сказать, что вообще топ-секрет. Минобороны США, естественно, сразу от этого открестилась, сказал, что это вообще бред сумасшедшего. Мы, естественно, фиксируем огромное количество информации, связанной с неопознанными летающими объектами, но мы относимся к этому крайне скептически, потому что обращений много, и 99% этих обращений — это
Все объясняется кометами, метеорами, болидами, метеорологическими зондами, дирижаблями или просто отблеском света, преломлением, игрой и так далее. Но, тем не менее, есть случаи, о них я сегодня расскажу, которые действительно получили документарное подтверждение, и уже никак там ни на какую грозу, буран, метеоры и отблеска Луны в полете чайки на это списать совершенно невозможно. Надо сказать, что НАСА, Космическое агентство Соединенных Штатов Америки, 9 июля 2022 года начало набор в команды для изучения неопознанных летающих объектов. Началось это не просто так. На самом деле в НАСА, мы об этом позже поговорим, такие группы довольно давно действуют. Но вот эта конкретно группа, она была в паблике анонсирована, а началось это после того, как в 2019 году Пентагон опубликовал знаменитую съемку неопознанных летающих объектов, которые были условно прозваны тик-таками. Это была съемка с авианосца «Нимец». О ней я сегодня тоже подробно расскажу. Я там недели две, наверное, провел в этих архивах, в смысле в выложенных документах, которые были выложены на сайтах ФБР, Пентагона, то, что лежит в открытом доступе. И, конечно, там довольно интересные вещи. Но давайте обо всем по порядку и, в общем, поднимем историю вопроса. Надо сказать, что человечество постоянно смотрело в космос и постоянно искала там богов, искала там знамения. И вот первое известное нам упоминание неземной цивилизации, это шумерская цивилизация, изображение предмета, похожего на летящую ракету, это 3300 год до нашей эры. И надписи «Дингир», что можно было перевести как небесная сущность или божественная сущность, и относилась, в общем, к чему-то неопознанному. И таких, конечно, много вещей будут. Всевозможные люди со скафандрами на голове в наскальных изображениях. И в культуре инков, и в культуре майя, и в различных культурах Ближнего Востока и Египта. И по-разному ученые будут это трактовать. Кто-то будет считать, что да, действительно, вот космонавт нарисован, кто-то будет со скепсисом к этому относиться. Мы не знаем, что на самом деле там изображено. Очевидно, что в Древнем Египте тоже все боги спускались с небес, они же там, некоторые, конечно, из-под земли, из Нила выходили, но в основном вся божественная сущность, она небесная. И бог Ра, самый известный, он тоже вот, значит, на лодке своей плыл по небесам. В Индии, в индийской мифологии существовали виманы, это такие небесные колесницы или небесные суда, по которым божества, значит, проносились над своими войсками. Ну, мы не будем сейчас туда уходить, потому что и в Библии много отсылок к тому, что можно трактовать как неземное присутствие каких-то инопланетян. Но мы туда не поедем, потому что это все, конечно, попытки натягивать сову на исторический глобус, а в нашем случае это вообще конспирология какая-то получится. Но что нам известно доподлинно? Плутарх, 1 век до нашей эры, он описывает битву, которая произошла в Африге между Лукулом, тем самым, о котором я вам рассказывал в римском цикле, и испанским мятежником. У них произошла битва, и в канун того, вот, как сошлись войска, вдруг на небесах появилось огромное огненное тело, огромный шар. И войска настолько этого испугались, это действительно какое-то ужасное знамение. Мы понимаем, да, что всю свою историю человечество, падающие звезды, кометы, метеориты, все это были дурные предзнаменования. Войска разбежались, битва не состоялась. Тит Ливий в 2018 году, наша эра, уже пишет о том, что да, действительно, были яркие звезды, перемещающиеся очень быстро в небе над Римом, в небе над Италией. 909 год нашей эры, Византии уже, Лев Диакон пишет о том, что появилась на Западе яркая звезда, которая меняла траекторию, и все были поражены и ждали каких-то ужасных вещей от этого. Бенвенуто Челлини, выдающийся итальянский скульптор, описывает свое путешествие из Флоренции в Рим. И когда они поднялись в горы над Флоренцией, чтобы повернуть на дорогу к Риму, они увидели, что над Флоренцией висит огромное нечто, огромное сферическое нечто. Он был этим поражен, записал об этом в своем дневнике. Наконец, если говорить о территории нашей страны, Устюжская летопись 25 января 1677 года. В Устюге огромный великий пожар. Весь город горит, и вдруг посреди этого пожара над городом зависает огромный огненный шар. Висит и улетает. Заметьте, все шары огненные, либо они переливаются разными цветами, фиолетовыми, голубыми, ярко-оранжевыми, красными, зелеными и так далее. В общем, это нечто, чему человек объяснений найти не мог. В 1876 году возник
первый труд француза Камиля Фламариона, который назывался «Жители небесных миров». А там еще длинное название «Жители небесных миров» с точки зрения объяснения философии, науки и так далее и тому подобное. Никакой науки тогда не существовало, в общем, о космосе, но тем не менее он попытался описать, что там может быть в других мирах, что мы не одиноки во Вселенной, и вот нас посещают время от времени эти инопланетные гости и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что это в основном, конечно, околонаучный философский трактат и бла-бла-бла, потому что никаких доказательств, никаких источников и, главное, что никакой технологии исследований тогда у человечества не было. Дальше проходит время, Первая мировая война, Вторая мировая война. И вот после Второй мировой войны, причем много, конечно, случаев были, во время Первой мировой войны видели эти неопознанные летающие объекты, во время Второй мировой войны много записок армейских, где люди свидетельствуют, что вот что-то странное было на небе. Но после войны, после Второй мировой войны, началось форменное безумие. Откуда вообще взялся термин «летающая тарелка», или, если ближе все-таки переводить с английского языка, то, конечно, «летающее блюдце». 24 июня 1947 года рождение этого термина. Пилот частного самолета Арнольд Кеннет летит над Каскадными горами в штате Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки. И он видит цепочку непонятно каких предметов в воздухе, которые не похожи на самолеты, на воздушные шары, на дирижабли. Это летающие блюдца, которые летят звеном, то есть не звеном, цепочкой, летят очень быстро и исчезают. И он оставил об этом запись, что я видел какие-то летающие блюдца. И вот с тех пор летающие блюдца, летающая тарелка постоянно присутствует в средствах массовой информации. Появилось оно именно тогда, 24 июня 1947 года. Дальше больше. 4 июля все того же 1947 года, то есть буквально через месяц, летит гражданский борт DC-3 Douglas компании United Airlines. Летит и пилот, и стюардесса, и некоторое количество людей, хотя там по-разному, потом говорили, что люди в салоне этого не видели, но стюардессы и пилоты видели нечто, переливающееся красными огнями, похожее на блюдце, ну давайте говорить все-таки тарелка по-русски, похожее на летающую тарелку, которая очень быстро пролетела мимо и исчезла. И вот в июле того же 1947 года, через 4 дня после того, как летающую тарелку увидел гражданский борт, произошел главный, вообще такой краеугольный камень, который лег в основу уфологии. Так называемый Розуэльский инцидент. Что произошло? Виви МакБрейзен, Мак — это его кличка, фермер, который пасет овец, штат Нью-Мексико. 3 июля 1947 года он замечает, что у него из отары пропали овцы. Он их идет искать. И он натыкается на нечто, что он раньше никогда не видел. Значит, валяются на его территории обломки, совершенно странные. Валяется фольга огромными кусками. Причем такая фольга странная. Ее сминаешь, мнешь, а она обратно расправляется в полотно. Валяются какие-то бруски непонятного металла. Он не гнется. Его нельзя распилить ножом, и он не реагирует на огонь, он остается холодным. Валяются какие-то канаты, на которых узоры, похожие то ли на иероглифы, то ли на китайские, то ли на японские, то ли на какие-то странные письмена. Но он их охарактеризовал как иероглиф, потому что это единственное, с чем он мог это ассоциировать. Все эти обломки валяются, овцы пропали, и Мак идет, как и положено, к гражданину Соединенных Штатов Америки, идет к шерифу. И говорит: дядь Вась, ну тут овцы пропали, это овец я найду, но у меня вот непонятно что на участке. И шериф говорит: так, подожди, а что там у тебя? Он говорит: ну вот валяются вот это, вот это, вот это. Он дергает военных, из ближайшей военной базы едут люди военные, начинают эти обломки все собирать. Мак, фермер, в этот момент идет на радио. Надо сказать, что локальные радиостанции в Америке к тому моменту были очень широко развиты. Он сел в эфир и начал рассказывать, что пропали овцы. Я до этого слышал вспышку молнии, гром, какой-то грохот был накануне ночью. И вот, в общем, какие-то куски какой-то тарелки, то ли не тарелки, то ли аэростат. И весь участок всем вот этим вот хламом забросали. И непонятно, что это такое вообще упало с неба. Странное. И эфира вырубают. Радиоэфир вырубают, этому потом тоже спорная история, вырубили этот эфир или нет, потому что дальше я расскажу про сына владельца радиостанции. По факту события это прозвучало. Военные все это, значит, собрали с участка. И 8 июля военная база выпускает пресс-релиз, что американскими военными найдена летающая тарелка.
куски обшивки этого корабля и так далее и тому подобное. Пресс-релиз выходит 8 июля утром. 8 июля вечером от Нью-Мексико до Чикаго все в газетах. Все в заголовках, что американские военные нашли летающую тарелку. Неопознанный летающий объект. Уже есть это определение, уже все понимают, о чем речь, что неземное что-то нашли американские военные. 9.07 генерал Рейни, генерал ВВС, выступает с опровержением. Дорогие друзья, это метеорологический зонд, он рухнул, фермер не разобрался, наши тоже не разобрались, дали пресс-релиз. Обычный зонд метеорологический, типа don't worry, вообще ничего не происходит. Но что же ничего не происходит? Понятно, что газетчики говорят, что что это такое? Это значит, от нас власти что-то скрывают. И долгое время идет шумиха, и потом, слушайте, проходит время, и все, конечно, забывают об этом, потому что Америка страна, в которой, как и любая другая страна, в которой события происходят ежедневно, об этой тарелке забывают. Но мания уже начинается. И эту историю про НЛО совершенно уже не остановить. Люди начинают этим интересоваться. История эта рождает целое безумие. В 1950 году появляется знаменитый папирус Тулли. О нем пишет Тиффани Тейер, журналист, который опубликовал статью, что в Ватикане был найден папирус древнеегипетский. Он полностью расшифрован, и там написано первое в истории человечества столкновение, в смысле контакт с неземной цивилизацией, с неопознанным летающим объектом. Истерия продолжается пару лет, потом журналиста ловят за руку, или он сам признает, что это, конечно, фальсификация, никакого папируса не было. Но Розуэльский инцидент, о котором я вам рассказываю, он, конечно, на этом не остановился. Истерика в воздухе, все этим начинают интересоваться. В 1979 году, к этому моменту уже инцидент оброс мифологией. Появилась та самая база 51, где американское правительство хранит тела пришельцев. И эти обломки той самой летающей тарелки. Все, это уже конспирология, она живет в обществе, власти скрывают. Это же все тоже анекдот. А в 1979 году офицер по фамилии Марсел дает интервью двум исследователям, которые пишут об этом книгу, Муру и Фридману, и показывает фотографии. Он говорит, я был одним из тех, кто эту летающую тарелку нашел. И мы ее нашли, собрали ее части и увезли ее на бомбардировщике, перевезли на другую военную базу. И мои фотографии, показывают фотографии, он с листом фольги. Он говорит, это настоящая фотография. Дальше нам запретили об этом говорить. Нам подсунули в руки какие-то железки, сказали рассказать историю этого зонда метеорологического. И мы ее всем рассказывали. На самом деле ничего общего это не имело ни с каким зондом. Железо, бруски были действительно не плавились, нельзя их было разрезать ножом, они не нагревались от пламени. Фольга сминалась, разминалась обратно. Канаты эти были с иероглифами и с маркировкой на брусках в виде иероглифов. Все это абсолютно не имело ничего общего с известными мне образцами американской военной техники, японской военной техники и любой другой военной техники. Это точно не имело ничего общего с земной цивилизацией. Мур и Фридман идут дальше и находят сына владельца радиостанции. Он говорит, да, я был маленьким, но я совершенно точно помню, что у папаньки моего в эфире был этот фермер. Он начал, рассказывать про инопланетян, про летающую тарелку, и позвонили, эфир отрубили. Я не знаю, как министерство, которое точно комиссии по радиоэфиру, наверное, по радиотрансляциям, позвонили оттуда, сказать, что мы вас лицензию отзовем, если вы будете подогревать в обществе панические настроения. Идет холодная война, идет антикоммунистическая, антисоветская истерика, и если еще сейчас журналисты начнут говорить, что это летающие тарелки советов, к нам тут беспрепятственно летают, в обществе начнется паника. Вы ее подогреваете, мы вас лицензию отзовем. И тему замяли. Дальше нашли человека, которого зовут Джеральд Андерсон, он был в тот момент ребенком, и он говорит, что да, мой отец же вместе с этим фермером, он был его соседом, там не только была тарелка, там были 3 трупа. По разным данным 3, по одним 3, по другим 4. И одно из описаний, что, один из свидетелей увидел разбившуюся летающую тарелку, потому что то, что упало на участок МАКа, это были ее остатки, а сама тарелка упала в другом месте, рядом, там за пару миль, и ехал свидетель со своим приятелем, и они увидели эту тарелку, подъехали ближе, и там на земле 3 тела, 2 недышащие, один дышал, как будто у него ребра были переломаны, и был 4-й человек, который помогал, оказывал помощь, и когда он увидел людей, он весь сжался в комок,
испугался. И вот отсюда пошла мифология. И вот известный этот силуэт и рисунок пришельца, вот та огромная голова, миндалевидные глаза, вот такой рисунок, это все оттуда. Это так они впервые описали их, сказали, да, они были одеты в костюмы из цельнометаллической какой-то ткани, в сапоги такие же и так далее и тому подобное. Но окей, да, это, возможно, бред, и мы этого совершенно точно не знаем, хотя вот люди, которые под присягой рассказывали сейчас в Конгрессе, они говорят о том, что биологические останки гуманоидов имеются у американского правительства. Потом нашли дочерей сержанта Брауна, один из тех, кто был в команде, собиравших обломки. И дочери тоже говорили, что папа маме рассказывал, что там вообще нашли такое. Какой там метеорологический зонд. Мы всем врем, что это метеорологический зонд, это вообще совершенно другая история. Она совершенно точно к Земле никакого отношения не имеет. В 1977 году ВВС делает заявление о том, что мы в тот момент тестировали в этой местности какое-то там оружие или что-то и сбрасывали на парашютах манекенов. Ну, американцы впечатлительные, они манекенов приняли за инопланетян. Но история развивается. И в 1994 году американское правительство, точнее Пентагон, говорит, что действительно был случай, но нашли не летающую тарелку, и это был не метеорологический зонд, мы вам тогда наврали, это был другой зонд. Это был проект «Могул». Мы запускали в стратосферу огромные шары, которые наблюдали за советскими атомными разработками. То есть они магнитные импульсы считывали из пространства и следили за советскими военными базами. И вот один такой шар грохнулся, его приняли за летающую тарелку. Откуда там иероглифы на этих канатах? Там действительно есть канаты в этом зонде. Они были переплетены клейкой лентой, которую изготавливали в фабрике, делающие детские игрушки. И вот это вот похоже на иероглиф. Все, никакого здесь секрета нет. Действительно, это вот такая история. Тут же в противовес была вброшена в медиа версия о том, что вообще это могли быть японские бомбы. Я вам рассказывал уже о том, что на воздушных шарах японцы хотели биологическое оружие над Калифорнией взорвать. Вот это были те самые японские шары. Уже война, правда, в тот момент закончилась, но шар он все летел, и вот он к 1947 году долетел. Дальше происходит еще одно интересное событие. В апреле 2011 года ФБР опубликует отчет Хоттона, своего сотрудника, который был написан в 1947 году. И написан по следам этого инцидента. И вот сотрудник там говорит, что действительно нашли тарелку и 3 тела. Пентагон доступа нам никакого не дал. Сразу сказал, что это топ-секрет, докладывать будет напрямую президенту. ФБР доступа лишено. Вот этот документ, он висит на сайте ФБР, его можно прочитать, но документ списали, вернее, объяснили тем, что сотрудник ФБР наслушался сплетен. В тот момент в регионе действовал в Нью-Мексико 2 мошенника, Ньютон и Рибауэр, которые рассказывали, значит, доверчивым сельским жителям о том, что у них есть неземная цивилизация для лозохождения. Ну, с помощью лозы, вот воду искать, или там нефть она может найти, золото. И они эти лозы продавали доверчивым, значит, американским фермерам, рассказывая, что это внеземное происхождение. И вот типа эту сплетню пересказал в своем отчете сотрудник ФБР. Ну, мы с вами же уважительно к спецслужбам разных стран относимся, правда, да? Конечно, да, легко поверить, что в ФБР такой идиот работал, который, значит, услышал слух про лозоплетение и лупанул в главк отчет, что да, и там 3 тела еще инопланетян было. Скорее всего, это было как-то по-другому. Но тем не менее. В общем, на сегодняшний день в 1994 году, вот последняя информация, проект «Могул», мы с помощью этого проекта следили за советскими атомными разработками. А в 1995 году появилось видео, тоже ставшее знаменитым, видео 1947 года, которое называется «Вскрытие пришельца». Старая пленка, антураж 50-х годов, конца 40-х, начала 50-х. 2 хирургов в белых халатах в защите, 2 людей с военной выправкой, скрывают, значит, инопланетянина и достают оттуда орган за органами. И пленка эта была продана Fox News за $125 тысяч. А видеокассета с этой пленкой продавалась по $70. В общем, бизнес был огромный. Продал ее Рэй Сантини, это британский продюсер, который сказал, что вот эта пленка, она с 1947 года как раз о Розуэльском инциденте. И давным-давно мы ее выкупили, и действительно все говорят, что, ну, во-первых, вскрытие настолько правдоподобно сделано, что невозможно придраться, и антураж соответствующий. Похоже, что пленка настоящая. Пленка была кинокомпании Kodak.
И кинокомпания Kodak сказала: вы дайте нам оригинал, мы вам точно скажем, это настоящая вещь или подделка. Им продюсер выдал кусочек пленки засвеченной, на которой ничего не было. Пленка настоящая, действительно, того времени, но как бы на ней ничего нет, от любой пленки можно того времени отрезать кусок и дать. Ну и дальше пошли, когда раскапывать эту версию, выяснили, что и плакатов на стенах не было в том году, в 47-м, вот такие, какие они есть в студии. И там был гриф Top Secret с датой. Гриф такой не существовал в 1947 году. В следующем эфире Fox News убрали этот гриф и так далее. В общем, позже Рэй Сантини сказал, что да, на самом деле это подделка, очень качественная. Мы сделали из резины этого гуманоида, напихали туда, значит, куриных внутренностей. Но на самом деле, почему она так хорошо смотрится, я ее воссоздавал по памяти. Я видел настоящую пленку, мне ее показали, действительно было вскрытие гуманоида, оно было все запечатлено на видео. Я ее просто воссоздал. Вот. И с тех пор миф о зоне 51, где хранятся тела этих пришельцев, и летающая тарелка существует, живет. И дальше я вам в конце расскажу даже о флешмобе, который происходил в этой зоне 51. После истории с зоной 51 она продолжалась своим чередом, а в 1948 году еще был один случай. Зафиксировали в небе над Соединенными Штатами Америки летающую тарелку, и за ней погнались 3 самолета «Мустанг» с военной базы. 2 вернулись на базу, один полетел преследовать дальше и пропал, и нашли потом его разбившимся эти самолеты, мертвого пилота, и там с часами была непонятная история. У него часы остановились в 4:15, а самолеты исчез с радаров в 5:15. То есть там какая-то чехарда была со временем. Эту историю тоже довольно быстро замяли. В 1951 году опять Соединенные Штаты Америки, Лабокские огни, знаменитая история. 25 августа рядом с городком Лабок в штате Техас фиксируют цепочку красных огней, которые быстро-быстро перемещаются. Фиксируют разные наблюдатели, и об этом, естественно, все попадает в газеты. В тот же день профессора Техасского технологического колледжа занимаются изучением неба и тоже видят эту цепочку красных огней. 26 августа радары Вашингтонского РЛС, Вашингтонских станций наблюдения, на радарах видят неопознанный летающий объект, которые быстро летят и потом быстро исчезают. И 31 августа этого же года студент по фамилии Харт 2 раза видел эту череду красных огней. И в один момент он вышел с камерой Kodak, и когда огни возвращались, он их сфотографировал. Тогда общепринятая версия, которая была выброшена в паблик, что это отражение света и тумана или отражение света от перелетающих больших птиц, создает такую удивительную оптическую иллюзию. Это вбросили в общественное поле. К тому моменту в Соединенных Штатах Америки действует комиссия, которая называется GRADGE, создана в 1951 году и занимается сбором информации про неопознанные летающие объекты. В 1952 году появляется объект «Синяя книга». «Синяя книга» по поручению президента Соединенных Штатов Америки, куда заносятся скрупулезно все случаи, о которых известно в общественности по поводу неопознанных летающих объектов. Задача 2 этих групп, GRADGE потом стал «Синей книгой», очень простая: выяснить природу этих объектов, а самое главное, представляют ли эти объекты угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. В 1953 году будет собрана группа физика Робертсона, и все эти группы придут, в общем, к заключению, что нет никакой опасности Соединенным Штатам Америки, эти неопознанные летающие объекты не представляют. Дальше начинается еще одна очень интересная история, причем она запротоколирована, она есть в газетах, у нее тысячи очевидцев. Эта тема вошла в историю под названием «Вашингтонская карусель». Длинный период с 12 по 29 июля 1952 года. Начинается пьеса следующим образом. В 23:40, не то 12, не то 19 июля, диспетчер Вашингтонского аэропорта видит на радарах 7 непонятных предметов. Он пытается связываться, никакие предметы ни на что не реагируют, более того, они то зависают, то стремительно меняют курс. Он связывается с коллегой на другой станции наблюдения. Коллега говорит: да, я вижу эти 7 предметов. 7 предметов движутся на Вашингтон, а потом просто зависают над Белым домом и Конгрессом. Это 23:40. Дальше идут звоночки, созвончики, и в 3 утра уже следующего дня, соответственно, 2 реактивных истребителя прибывают патрулировать небо над Вашингтоном. Никаких неопознанных объектов они не видят, улетают обратно на базу. В 5:30 утра объекты появляются опять над Вашингтоном. Естественно,
утром все газеты выходят с заголовками, что мы атакованы марсианами, сатурнитами, венерианцами, кем угодно. Над Вашингтоном огромное количество свидетелей над Вашингтоном видели несколько неопознанных летающих объектов. 26 июля в 21:30 объекты фиксируют все станции радарного наблюдения Вашингтона. То есть они прилетели опять. В 21:30, опять вечер, заметьте. Опять 2 часа проходят в выяснениях, кто куда полетит. То есть бюрократия во всех странах одинакова. В 23:20 прилетают 2 истребителя. И один из этих истребителей, они видят эти неопознанные летающие объекты, и 4 объекта окружают истребитель. Истребитель запрашивает базу, что ему делать. Ему говорят keep silence. НЛОшки покрутились вокруг него и улетели. 23 числа все снова в газетах, истерика стоит невероятная. И 29 июля правительство Соединенных Штатов Америки, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки проводит пресс-конференцию, в которой говорят: вы знаете, уникальное природное явление — это метеоры и болиды, которые прилетели из космоса. И вот такая вот оптическая иллюзия. В этот момент люди, которые в астрономии более-менее понимают, говорят, что, вы знаете, это все, конечно, хорошо, но метеоры и болиды, они не фиксируются радарами. Не может так быть. Ну вот так не может, а может так и может. И общество как могли успокоили. Вот такая вот знаменитая Вашингтонская карусель. Ну, очевидно же, да, что после таких историй, как в Нью-Мексико и Вашингтоне, уже никто не верит правительству, власти скрывают, и появляется конспирология, что действительно за нами следят из космоса, прилетают сюда НЛОшки, и они нас контролируют, возможно. А возможно, они вообще в сговоре с властями, и власти получают от них какие-то технологии, которые от нас скрывают. Но опять же, да, все это на уровне слухов. Появляются люди, которые не просто видели летающие тарелки, а путешествовали, их забирали, и они путешествовали на Венеру, Марс и разные другие планеты. Это еще одно течение в уфологии, течение контактеров, людей, которых похищали инопланетяне или приглашали с собой летать. Мы сейчас не будем эту историю разбирать, потому что там абсолютно верю-не верю. Вот я летал, да, и видел Сатурн. Там тоже много всякого интересного. Мужчина, который описывает, он никогда в космосе не был, он какой-то обычный менеджер, его похитили, он описывает, как бликует эффект светлячков в космосе, который только космонавты видели, он не мог о нем даже прочитать, но он его описывает в точности. Ну, понятно, что сейчас говорить об этом — это абсолютные такие бабкины сказки, и это, в общем, такая конспирология, но про контактеров вообще отдельная история. В 1965 году маленький городок Кекборн, Соединенные Штаты Америки, в лес падает огненный шар. Его видят некоторое количество свидетелей, тут же прилетают военные, отгружают, значит, огромную какую-то конусообразную махину в военный грузовик и увозят. И потом распространяется слух о том, что это был остаток разбившегося советского спутника-шпиона. Но, тем не менее, не похож он был ни на один из остатков тогда известных советских спутников. И вот в Кекборне это городская легенда, что здесь бахнулось НЛО, и власти все от нас скрыли. Повсеместно тема неопознанных летающих объектов распространяется, и в Европе в 1966 году возникает феномен УММА или УММО. Я не знаю, здесь ударение правильно ставить. Это совершенно странная история, но, тем не менее, о ней стоит рассказывать. 6 февраля 1966 года. Мадрид. Контактер по фамилии Пенья видит летающую тарелку, у которой на брюхе вот такой знак. Такой иероглиф. Видит и об этом говорит. Это попадает в газеты. Через некоторое время другой контактер по фамилии Сесма получает документы, напечатанные на машинке. И это документы цивилизации УММО. Они все, каждый документ, каждая страница проштампованы этим штемпелем. Вот таким иероглифом. Эти письма начинают ходить на территории Испании и территории Южной Франции. В 1966 году от уммитов было получено разными людьми, газетами, редакциями, исследователями, учеными 260 писем, общий объем 1000 машинописных листов. Каждая страница пронумерована пиктограммой, напечатана на машинке. О чем в этих письмах говорит? Что вот есть цивилизация планеты УММО или УММА, которая высадилась на Земле, высадилась группа, и высадилась она в Провансе 28 апреля 1950 года. И они исследуют нашу цивилизацию, и вот они периодически вступают с нашей цивилизацией в контакт, пишут письма. Письма эти мудреные,
наполовину философские, наполовину околонаучные, но написаны, очевидно, какими-то людьми, у которых есть представление, как минимум, о мире философии, науки и астрономии. К началу нулевых 1300 страниц таких писем, которые были получены, повторюсь, в Испании и во Франции в основном. Последнее послание во Франции и в Испании было получено в 2009 году. Из 2012-го уммаиты или уммиты общаются, значит, с нами через Твиттер. Именно, конечно, наверное, интернет туда в Альпы провели, в Прованске. Что в этих письмах пишется? О том, как живет планета, о том, что планета Уммо, что там каждый человек — это нейронная связь, у них очень важны обоняние, вкусовые рецепторы. Они пишут о разных событиях, о том, что они прибыли сюда предотвратить атомную катастрофу. В 1989 году письма Умма, в них обвиняют Соединенные Штаты Америки в том, что они СПИД в лаборатории изобрели. Они оставили собственные координаты, которые по косвенным признакам совпадают со звездой Вольф 424, но на самом деле астрономы говорят, что в этой локации вообще никаких звездных тел нет, никаких звезд нет, никаких планет нет, но в письмах Умма это объясняется тем, что просто это звездная пыль, которая их планету скрывает от чужих глаз. Мораль общества у маистов или уммитов — это такой микс неокантианства, и вот некоторые исследователи этих писем говорят, что вообще мир, который там описан, он очень похож на книгу Борхеса «Тлеон, Угбар и Орбис Тентрис». Вот такая книга есть у Борхеса, и вот буквально оттуда списана вся история. Версий по поводу, целое движение во Франции и в Испании по исследованию УМО, версий несколько. Это действительно инопланетяне, которые здесь высадились нас предупредить, а возможно уберечь от атомной войны, и пишут нам письма предупреждения. Вторая версия о том, что это левые группы, левые партии, в основном испанские, которые во время диктатуры Франко не имели никакой другой возможности в паблик контактировать, и вот использовали вот эти письма. Еще одна версия — это секты. И самая главная версия, что это спецслужбы. Какие? КГБ или ЦРУ. Америка изобрела СПИД в лаборатории, это 100% КГБ распространяло эти письма. Письма были другие об угрозе коммунизма, это, конечно, ЦРУшники писали. И, наконец, в 1992 году Пенья, первый контактер, признает, что это все он сфальсифицировал, все эти письма писала его группа, но его соратники, вернее, люди, которые с ним учились, люди, которые его знают, говорят, что он, в общем, не слишком образован, чтобы такие письма писать. И тем не менее это вот остается до сих пор вот таким полуконспирологическим, каким-то течением, но тем не менее важным для вот этой части Европы. Надо сказать, что 60-е и 70-е годы 20 века расцвет уфологии, огромное влияние на массовую культуру, фильмы про инопланетян, комиксы, музыка, синтезаторы, которые звучат как какая-то внеземная мелодия, дома, знаменитый проект Маттиса Оранина «Дом Тарелка». Он строился для горнолыжников. Посмотрите, как он выглядит. Это летающая тарелка с круглыми окнами, очень удобная конструкция, с нее снег съезжает, и она удобна для того, чтобы ее поставить в горах. И вот такие дома начали строить по всей Европе, это стало довольно модно. Понятно, что они ставились на горнолыжных курортах в основном, за городскими пространствами, за мегаполисом, то есть за городом где-то. Но тем не менее это все входит в архитектуру, и все это становится очень-очень модно. Но, повторюсь, все, о чем я сейчас вам рассказал, это полуподтвержденные какие-то вещи, полубайки, полусказки. Но ведь есть истории, которые задокументированы, и здесь, что называется, не отвертеться. И самая главная история — это история, которая произошла в шахском Иране еще до исламской революции 19 сентября 1976 года. 0:30 ночи. Городской округ Шамиран. Звонки, телезрителей хотел сказать, звонки жителей в армейским чиновникам. У нас в небе творится черт знает что. У нас огромное какое-то тело небесное, какой-то объект висит, который светится оранжевым светом, переливается оранжевым, зеленым, фиолетовым. Он висит, его видно просто на 110 километров, и начинаются звонки, что называется, на пульт дежурному. И генерал Есафи, командующий округа, получив эту информацию, говорит: слушайте, действительно люди-то звонят, и поднимает в воздух перехватчик «Фантом», боевой самолет. В 1:30 капитан «Фантома» взлетает и докладывает на базу, что он видит объект за 110 километров. Настолько яркий объект. Ему дают команду приблизиться. И все это документировано, радиопереговоры, все это, пожалуйста, все, что называется, на пленках осталось. Он подлетает, и чем он приближается к объекту на 40 километров, и в этот момент у него отрубается вся авионика.
То есть все там бортовые компьютеры, механизмы, все отрубаются. Пилот испугался и вернулся на базу. А объект никуда не вернулся. Объект висит в воздухе. В 1:40 поднимает еще один перехватчик F-4, который пилотирует пилот Джафари или Джафари, будущий, кстати, генерал ВВС. И с ним происходят вообще странные вещи. Он подлетает к этому объекту и видит, что вот от этого большого шара, действительно, который переливается всеми цветами радуги, отделяется второй объект. И пилот пугается, потому что объект, который поменьше, летит на него. Пилот хочет его сбить ракетой. Он включает ракету, у него отрубается сразу вся система навигации. Ракету он выпустить не может. И он возвращается на базу. Этот предмет поменьше, который отделился от корабля матки, будем говорить, летит за ним. Пролетает под корпусом самолета, чуть было его не задевает. Он хочет катапультироваться, но он не может катапультироваться, потому что заело все приборы, у него ничего не работает. Он отдаляется на какое-то расстояние от корабля, от неопознанного летающего объекта, и у него все приборы снова начинают работать. Он видит 4 объекта. От большого корабля отделилось еще 4 объекта. Один преследовал его, 2 других зависли, а третий, значит, начал пикировать вниз и не разбился, а мягко сел на землю. Более того, хорошо, 2 пилота видели какое-то безумие. Люди, которые звонили, тоже безумные. Но есть же техника уже в тот момент, это 70-е годы. Аэродром ближайший фиксирует, что эти маленькие объекты прилетели, кружили вокруг вышки, пункта управления авиавоздушным сообщением, вырубили все приборы и улетели обратно. Джафари говорит, что он никогда такого в жизни не видел. Объекты перемещались с такой скоростью, которой нет ни у одного известного ему военно-воздушного судна ни одной армии мира. А большой объект, он вообще был какой-то совершенно колоссальный, виден был на 110 километров, ярко светился. Более того, вот эти маленькие объекты тоже ярко светились. Тот, который упал на землю или приземлился на земле, он осветил скалы вокруг, то есть его было очень четко видно. Каждый объект в диаметре 4-5 метров, а основной, значит, объект, он похож на рейсовый автобус средних размеров или на гражданский самолет Боинг. Забегая вперед, 1 октября 1976 года были опубликованы переговоры Джафари с военной базой и с аэропортом. То есть все это было на пленках. В тот же день американское посольство в Марокко видело этот НЛО, о чем было сообщено, собственно говоря, по каналам дипломатической связи в Вашингтон. Все это настолько детально зафиксировано, что после того, как Джафари прилетел обратно на базу, его стали, естественно, опрашивать. И при опросе присутствовали американские военные. Появился большой 5-страничный документ о тегеранском инциденте. Там четко, поминутно описано все и зарисовано с помощью, собственно, показаний Джафари и второго пилота о том, как все это выглядело. И ситуация просто в Иране это был взрыв бомбы, потому что действительно, очевидно, что мы столкнулись с тем, чего мы никогда не видели. Это действительно был внеземной объект. И дальше информация стала попадать в Европу, в Америку, и началась медиа-истерика, и через 10 дней целый Генри Киссинджер выступил и сказал: слушайте, да, история очень странная, но мы тут все посовещались с научными кругами и поняли, что это был спутник или это был метеор. И на этом тему закрыли. Дальше 2007 год, Национальный пресс-клуб в Вашингтоне, туда Джафари приглашают поговорить про летающие тарелки. Он слово в слово точно воспроизводит все то, что он говорил в 1976 году. То есть очевидно, что люди это видели, приборы это фиксировали, и эта история совершенно точно имела место. Это не одна бабка сказала другой, а другая бабка мне, чтобы я сказал вам. Следующая история. 11 ноября 1979 года. Летит испанский самолет, гражданский борт, рейсом поднимается в воздух в Зальцбурге, в Австрии, летит в Лас-Пальмас. Приземляется в Майорке, чтобы дозаправиться, взлетает. И дальше он видит, пилот самолета и пилоты самолета видят огромную летающую тарелку с красными бортовыми огнями. Они не понимают еще, что это летающая тарелка, они думают, что это какой-то самолет. Самолет идет опасным курсом, параллельным. Пилот гражданской авиации делает маневры, посоветовавшись с землей. Неопознанный летающий объект следует за ним. И пилот самолета пугается, он боится авиакатастрофы, он запрашивает экстренную посадку и садится в Валенсии. Радар в аэропорта Валенсии фиксирует этот объект, звонит на ближайшую военную базу. Поднимается самолет «Мираж-F1», который долетает до этого объекта и видит, что это огромная тарелка. Пилот самолета нам об этом говорит, с красными бортовыми огнями. По мере приближения у самолета из строя опять выходит авионика.
То есть приборы ничего не видят, пилот в какой-то момент боится потерять управление самолетом. Тем не менее, он делает маневр, заходит на второй облет этого НЛО. НЛО движется с не очень высокой скоростью. Как только самолет к нему приближается, он чуть ускоряется. Потом, видимо, НЛО эти игрушки надоедает, она стартует. И скорость превосходит скорость реактивного истребителя. И реактивный истребитель летит за ней, за этой тарелкой, понимает, что у него кончается топливо, возвращается на базу в Валенсию, а тарелка улетает на побережье Африки. Это попадает в прессу, и национальные кортесы заседают по этому вопросу, что это было. Допрашивают этого пилота. Дальше начинаются версии, что на самом деле это было излучение какого-то химического завода в Валенсии, которое преломлялось в атмосфере и авионику заодно вырубало. Вот это был оптический обман. С отрубанием авионики это никак не бьется. Тогда появляется другая версия, что у пилота была отрублена авионика, потому что в Средиземном море в этот момент базировался 6-й флот Соединенных Штатов Америки. Тогда была напряженная ситуация с Ираном, и, значит, они готовились к какой-то военной операции, у них было мощное инфракрасное излучение, они подавляли, значит, всевозможные там самолеты или ракеты противника. Но пилот испанец был опытным, он говорит: послушайте, ну я же знаю, где 6-й флот находился, мы все-таки в НАТО работаем, поэтому я понимаю, что никакое излучение до меня бы не добило. Но историю, тем не менее, замяли. Ну как замяли? Она стала в Италии, она стала в Испании, извините, национальным событием, и, в общем, она тоже абсолютно точно и четко зафиксирована. Это то, что касается Европы и Америки. А что в Советском Союзе происходило? Происходило совершенно разное, много свидетельств тому, что люди видели неопознанные летающие объекты. Но вот есть два случая, которые действительно попали в прессу. 1977 год, Петрозаводск. Жители Петрозаводска видят в небе медузу. Вот огромное что-то, от которой стрелы или пучки света, как вот эти щупальца, как эти окончания медузы, это все висит в небе, искрится, переливается всеми цветами, фиолетовым, голубым, желтым, зеленым, а главное, что вот эти вот то ли снопы искр, то ли эти нити какие-то лучевые, они падают на землю. И несколько раз это все наблюдает в Петрозаводске, и приезжает правительственная комиссия, которая говорит: слушайте, ну там это Плесецкий космодром, там запускают ракеты, и вот иногда, когда, значит, вот они так летят, есть преломление атмосферы, света, и, в общем-то, возникает такая оптическая иллюзия. И вроде бы все хорошо, но в некоторых домах Петрозаводска в окнах аккуратные оплавленные дырки в стеклах, натуральные дырки, и непонятно, от чего возникли в эту ночь. Ну, естественно, там обошли жильцов с дырявыми окнами, сказали, что их из пневматики, наверное, мальчишки расстреляли какие-то или из рогатки. Они говорят: а почему оплавлены это от пневматики дырки-то? Ну, такая пневматика, что вы не понимаете, что пневматика такая? В общем, историю эту замяли, но, что называется, люди, которые там в Петрозаводске живут, мне причем первый раз ее рассказали там в Санкт-Петербурге в 90-х годах, что там вот мы жили в Петрозаводске, мой товарищ говорит: вот такая фигня была. Собственно, я был ребенком, а отец-то мой помнит. И действительно дырки были в окнах. Но историю эту замяли. Много версий существует о специальном отделе КГБ, наверняка который был, конечно, потому что КГБ занималась всем, и если есть летающие тарелки, и куча психов, которые их видели, и которые о них рассказывают, конечно, их надо контролировать. Поэтому, безусловно, я уверен, что такой отдел существовал в недрах Комитета государственной безопасности. Рассказы о том, что за ними следят, есть специальный отдел, который внеземными технологиями занимается. Но, тем не менее, еще раз, тема, она была советской наукой очень сильно стигматизировано. То есть исследователи, уфологов их не то чтобы преследовали, потому что уже, в общем, не сталинское время было, но их подвергали скепсису и порицанию. Академики говорили, что хватит народ будоражить, какой-то ерундой здесь занимайся, какие-то тарелки летающие. Ну, что в самом деле? И дальше в перестройку в прессе стало этого много. Писать стало можно обо всем. Кто-то писал про проституток, кто-то про коррупцию, кто-то про мафию и воров в законе, а кто-то про летающие тарелки. И все газеты были этим наводнены, но в 1989 году в Воронеже, это случай, который я уже помню, в Южном парке, извините, это не мультфильм «Саус Парк», это Южный парк, жители Воронежа знают, о чем я говорю, там приземлилась тарелка. Ее видели школьники, и школьники видели инопланетян, которые из них вышли, там какие-то сапоги были из металлической ткани, костюмы из металлической ткани. И местная партийная газета, не партийная газета, местная официальная газета воронежская об этом написала на следующий день. Это попало на ленту ТАСС.
И это стало очень большим событием. Потом уже в 90-е испанцы те же приезжали в Воронеж, брали интервью у детей, которые уже в тот момент стали подростками. Об этом даже снят фильм, по-моему, National Geographic или каким-то другим каналом. Ну, в общем, существует документальный фильм, который называется «Воронежский феномен». Ну и дальше пошло-поехало. Аномальные зоны на Кольском полуострове, над Алтаем, светящиеся треугольники и так далее и тому подобное. То есть, конечно, в России в современной и в Советском Союзе этого стало огромное количество, что это стало попадать в прессу. Но, тем не менее, вот так точно задокументированных, как в Тегеране или вот как в Валенсии, таких случаев я, во всяком случае, не помню. И ничего ж не помню, я их искал и тоже не нашел. Это то, что вот касается дней минувших. Но мы остановились на слушаниях Конгресса. Они же тоже вот не просто так взялись в Соединенных Штатах Америки. Потому что действительно есть куча фотографий, куча каких-то свидетельств очевидцев и видеозаписей, которые сделаны дрожащими руками очевидцев. Но это все можно оспорить, назвать подделкой. Это все можно придать скептическому анализу. Но есть вещь, которую сняли американские военные, которые долгое время говорили, что ничего такого не существует, а потом опубличили. И это, наверное, самый точный и четко задокументированный случай в современной истории. История, которая называется «История Тик-така». Тик-так — это такие конфетки, вы знаете, такие, да, которые в рот кладут, мятные конфетки. Тик-так. Вот такая история. Ноябрь 2004 года. Авианосец ВМС США «Нимец» и крейсер «Принстон». Два этих корабля находятся на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики в водах и отрабатывают у них какие-то учения. Что там они отрабатывали, неизвестно. 10 ноября радары авианосца и радары крейсера фиксируют какие-то вещи в небе, какие-то неопознанные летающие объекты. Сообщают об этом капитанам кораблей, и я не помню, кто первым, это «Нимец» или авианосец зафиксировал, или крейсер. В общем, капитан того корабля, кто первым это зафиксировал, говорит: слушайте, перегрузите электронику, оптику, ну что за бред, какие-то эти объекты то висят, то перемещаются. Перезагрузили систему наблюдения. Они еще более четко показали, что в воздухе находится группа неопознанных летающих объектов. На высоте 8500 метров летят они со скоростью 190 км в час. То летят, то потом исчезают, то потом прилетают снова. И так продолжается несколько дней. И вот 14 ноября, когда они снова появились, на перехват отправляются с авианосца самолеты. Отправляется штурмовик «Хорнет» и два истребителя вместе с ним. «Хорнетом» управляет пилот по фамилии Курт, который летит и в какой-то момент на поверхности воды видит водоворот. Это воронка 100 метров в диаметре, а воронка в воде, потому что там внизу какой-то крестообразный объект, который похож по очертаниям на самолет «Боинг». Но никакие самолеты не падали в этот момент, и запросили все службы, никакие самолеты с радаров не исчезали. А дальше висит над водой еще один объект поменьше. И потом к нему прилетел еще один объект. И все они похожи на конфетки Тик-так. Один из истребителей начал делать угрожающие маневры к этим летающим Тик-такам. Тик-таки уклонялись, и когда пилот предпринял очередной такой агрессивный маневр, против всех законов физики эти Тик-таки резко изменили траекторию полета и исчезли, и бурление в воде пропало. Пилоты вернулись на авианосец, сообщили о том, что они видели. Командование авианосца принимает решение еще 4 Супер Хорнета поднять в воздух, а у них инфракрасная запись, у этих Хорнетов. И они приближаются, видят эту группу неопознанных летающих объектов и с помощью этих инфракрасных датчиков, инфракрасных систем наблюдения начинают фиксировать, потому что камера это не может зафиксировать. Объекты то зависают, то медленно парят на высоте 18 километров, то опускаются резко до уровня 150 метров над водой. И вот это вот продолжается, и инфракрасное наблюдение все это снимает. И дальше неопознанные летающие объекты улетают. Все эти записи сделаны командой авианосца. 2004 год. Естественно, об этом никому не сообщает командование, все это тут же супер засекречено. Со всех пилотов, значит, взято обязательство ни о чем не говорить и так далее и тому подобное. В 2017 году небольшой фрагмент публикуется частной исследовательской организации «К звездам», 2017 год.
И они говорят, вот такая вот есть запись, она подлинная, передана американскими моряками, а нашли мы ее аж в 2007 году, то есть через 3 года после самого события, нашли ее на серверах компании Vision Unlimited. Эта компания занимается спецэффектами. И им, как пример того, как должны выглядеть инопланетные передвижения летающих тарелок, им эту запись на серверах кто-то сгрузил. А кто сгрузил, мы не знаем. Вот они нам ее передали, мы ее показали. Все говорят, что это, конечно, фальсификация, какая-то муть. И тут один из пилотов Хорнета заявляет, что запись это подлинная. Запись является частью записи 10-минутной, которая существует и сделана нашими самолетами. После того, как мы прилетели на борт авианосца «Нимец», командование связалось с начальством, прилетел вертолет, все у нас изъяли, все записи, всю систему бортового наблюдения, все радары приказали перезагрузить и со всех взяли подписку о том, что ничего вы не видели, ничего вы не знаете. И крейсер и авианосец перезагрузил все системы, но начинают военных атаковать журналисты, и в 2019 году ВМС признает подлинность этих роликов. И говорит, да, действительно, этот и еще 2 ролика являются подлинными записями. Еще одна запись у нас есть в другом географической точке, она была сделана с борта авианосца Теодор Рузвельт. Там было все то же самое. Запись признана подлинной. И дальше в Конгрессе закрытые слушания, все под грифом топ-секретно. И в итоге в 2020 году эти записи Пентагон публикует на собственном сайте. Они висят, их можно посмотреть. И это маленькие точки, которые перемещаются в пространстве, вот эти записи инфракрасных систем наблюдения. Как объяснить? Ну что, опять болиды метеориты или излучение, или гуси летят, от них Луна отражается? Никак. И Пентагон, в общем, говорит о том, что мы объяснение найти этому не можем. Все это видели, более того, это зафиксировано чуткой и сверхчуткой аппаратурой, но объяснить, что произошло, мы не можем. Мы столкнулись с чем-то, чему мы не находим объяснения, и что, скорее всего, не является плодом деятельности человеческой цивилизации. Вот такая вот история. Она задокументирована, пожалуйста, на сайте Пентагона. Можно совершенно бесплатно, без регистрации ее посмотреть. Надо сказать, что уфологи в общественном сознании с помощью официальных структур получали долгое время такой ореол чудаковатых профессоров. Ну, какие-то там дурачки в очках носятся с летающими тарелками, ха-ха-ха, а всему ведь есть настоящее объяснение. Ну, вот я вам как минимум провел 3 примера, объяснений которым человечество не нашло. А люди это видели, и более того, аппаратура-то развивается со временем, а она это фиксирует. С одной стороны, уфологи подвергались шельмованию, но с другой стороны была поп-культура, есть журналисты, которые это развивали и подхватили, и масштабировали. Но есть ведь еще люди совершенно помешанные. Вот одну историю я вам расскажу. Шотландский хакер Гэри Маккинон с детства играл в приставки, а в 90-х начал заниматься программированием. И он прочитал про, собственно, Розуэллский инцидент. И так он в это влюбился, что он начал везде искать следы инопланетных существ и следы того, как правительство это маскирует. И он стал кодить, он написал трояны, и в период с 1 февраля 2001 до 19 марта 2002 начал ломать серваки НАСА. И ломал эти серваки, более того, он ничего нигде не крал. Если он заходил в систему, вскрывал пароли, он причем говорит, что там многие пароли были просто потрясающие. В поле юзернейм вводишь админ, а второе поле оставляешь пустым, и все, и заходишь на сайт. Ну, как так он это объяснял. Какие-то айпишники в открытом доступе он ловил, и, в общем, в какой-то момент он взломал НАСА. Его поймали за руку, потому что он перепутал часовые пояса, потом он подгружал с сайта НАСА на свою домашнюю почту, тоже, конечно, хакер, выкачивал информацию, и американцы его, что называется, поймали за руку и стали требовать выдачи. И процесс этот шел достаточно долго, до, по-моему, 2010 года. Было принято один раз решение об экстрадикции, потом отменено, потом опять принято. В итоге Тереза Мэй, которая тогда была министром внутренних дел, она сказала, что у парня расстройство личности, он в тюрьме, конечно, долго не протянет, тем более вдали от дома. Нет, дорогие американцы, мы вам его не выдадим. А что нашел-то Гэри Маккинон? Нашел, во всяком случае, то, о чем он рассказывал, что он взломал серваки НАСА. И нашел информацию о проекте раскрытия. В этом проекте участвует 400 человек как минимум. Это то
кого он нашел, которые пишут отчеты. Эти люди работают в гражданской авиации, в военной авиации, в космической отрасли, в химической промышленности. Они пишут отчеты о том, как ведут себя инженерные технологии с захваченных или разбившихся инопланетных кораблей, которые правительство Соединенных Штатов Америки пытается адаптировать. Ну вот люди в черном, наверное, оттуда выросли. В частности, упоминают, что есть в НАСА специальное подразделение, которое называется «Строение 8». И оно занимается тем, что у него есть департамент исследования НЛО, и мы знаем теперь, что он есть, и он занимается рекрутирует добровольцев, которые исследуют проблему НЛО. А вот Маккинон говорит, что это «Строение 8» собирает всю информацию, которая появляется в открытом доступе, и стирает оттуда настоящие следы присутствия НЛО, чтобы люди ничего об этом не знали, чтобы не разжигать панику и вообще всю эту информацию держать в секрете. Также он нашел группу, которая называется «Неземные офицеры». Это люди, которые перемещались из подразделения в подразделение, но в открытых списках этих подразделений людей этих он найти не мог. Ну, в общем, вот такая информация. Когда ему сказали: чувак, а можно посмотреть какие-то доказательства? Он говорит, интернет тогда был плохой, 2001 год, ничего мне с серваков не загружалось, поэтому, к сожалению, документов у меня никаких нет, но я их точно видел. И, в общем, можно сказать, что это безумный профессор, а может быть, он не безумный профессор, но история была в Англии в свое время достаточно известная. И космонавты. Многие же космонавты говорили, что летели, что-то такое видели, наши советские космонавты, американские космонавты. Но вот буквально месяц назад рассекретили бортовой журнал Терешковой, который в 1963 году в июне летала в космос. А космонавты все фиксировали со времен Гагарина, все, что они видят. И вот запись в ее бортовом журнале: 14:20, время полета, 20 градусов над горизонтом, наблюдаю яркую звезду. По величине она 3 Веги. Вега — это тоже звезда. Вот по величине она размером с 3 звезды Вега, быстро перемещается. То, как она выглядит, прилагаю. И дальше рисунок Терешковой, что так она видела. Тоже какое-то что-то. В заключение хочется рассказать о той самой зоне 51, где тела пришельцев якобы хранятся, и разбитая летающая тарелка. В 2013 году Соединенные Штаты Америки действительно признают существование объекта зоны 51. Потому что и советская разведка его фотографировала, и разведки восточного лагеря, главным образом, конечно, советская разведка, и они признают, что да, это закрытая территория, никаких летающих тарелок у нас там, конечно, нет. Сначала там испытывали самолеты-разведчики Ю-2, потом испытывали F-117 стелс, и сейчас там, по слухам, вот этот вот суперизвестный, люди, которые интересуются авиацией, лучше меня это знают, суперизвестный проект СР-91 «Аврора», бомбардировщик-невидимка. Вот он там разрабатывается, зона эта закрытая, зона эта засекреченная. И вот в 2019 году был флешмоб, была создана страница в Фейсбуке «Штурм зоны 51», потому что зона 51 огромное количество фанатов. Давайте все объединимся и пойдем на штурм этой зоны, откроем ее и поймем, есть там пришельцы или нет. Причем на эту Facebook-страницу подписались Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Илон Маск, Чак Норрис, Дэвид Духовный и его партнерша по фильму «Секретные материалы». И 20 сентября 2019 года 3000 человек собрались в окрестностях зоны 51. Там состоялись музыкальные фестивали, и где-то человек 100 начали прорываться к этой базе. А дошли до ворот человек 40, тут же приехала полиция, военные, в общем, 5-то арестовали, и штурм не состоялся. Но, тем не менее, база 51 есть. Хранятся ли там остатки этого розуэльского инцидента, летающей тарелки, хранятся ли там трупы пришельцев, мы ничего не знаем. Что хочется в заключении сказать? О, сколько нам открытий чудных готовит YouTube, Википедия и сайты ФБР и Пентагона. Наверняка и у наших спецслужб есть эта информация, но в закрытом доступе. Действительно, человечество со времен своего существования, с самого начала своего существования сталкивается с неопознанным, с неведомым, мистическим, окружает это мистикой, конспирологией, окружает это мифологией, приписывает этому всевозможное неземное происхождение. Но, тем не менее, есть факты, о которых я вам сегодня рассказал. И действительно что-то такое есть. Люди могут быть сумасшедшими, впечатлительными, психами, конспирологами. Я люблю конспирологию и вообще лайкаю конспирологов очень сильно. Но, тем не менее, вот эти случаи, о которых я вам сказал, они же зафиксированы, они же были, они задокументированы. И вопрос, что это, подвис в воздухе. А если есть вопрос, что это, то второй вопрос,
чем нам это грозит, как это использует правительство и в конечном итоге, почему они об этом молчат. Может быть, они знают что-то такое, узнав о котором планета просто словит психоз, панику и сама собой убежит на Марс. Мы этого не знаем, но тем не менее неопознанные летающие объекты действительно до сих пор будоражат наши фантазии, и действительно что-то такое там есть, о чем пока полной информации у общества нет. Спасибо, что смотрите исторические выпуски, спасибо за лайки и, собственно говоря, пишите в комментариях к этому выпуску, возможно, вы сами видели летающую тарелку, возможно, ваши родственники видели летающую тарелку, а может быть, вы знаете какие-то документы, которые я пропустил, или какие-то случаи, о которых я вам не рассказал. Пишите комментарии, мне будет супер интересно их почитать. Катя, Лель, писать не надо, мы еще в новостных выпусках все это отстебали, но тем не менее, правда, я с удовольствием читаю ваши комментарии, если какие-то будут интересные истории, я, возможно, их потом опубликую у себя в телеграм-канале. Спасибо.